Решил прокатиться по внутренней акватории порта, по маринам, немножко так глянуть с воды, как это все выглядит. Пальма де Майорка. Заценим. Посмотрим на маленькие лодочки. О, их тут сотни. И на лодочке побольше. Привилежик у нас тут стоит 50-й, 5 серии, относительно новый. Когда-то мне очень нравилась эта компания, эта марка, Привилеж и французские катамараны очень высокого качества, классный дизайн, интересный, вот, но все это до того момента, пока компания не обанкротилась, как это часто бывает, ее выкупили бизнесмены и стали лепить привилеж, новый привилеж, как я его называю, который ничего общего с предыдущим не имеет. То есть, ну, такой был Мерседес, стал АвтоВАЗ, к сожалению. Вот, другого ничего не скажу. Я был на нем на выставке в Каннах и посмотрел, все пощупал. Как бы большая разница. Большая с тем, что я видел раньше, и вот старые привилежи, даже, наверное, одни из фаворитов моих по катамаранам. Старые модели очень интересные. Тут разные яхты тоже, вон красавица стоит с таким красивым обратным форштевнем. Ай, это заряженная, судя по мачте, крепко заряженная, карбон, черные паруса, все модно, стильно. Там у нас пассажирский 3 штуки. Вот, тут у нас какой-то газовоз, судя по всему, или не газовоз. Короче, что-нибудь такое с бочками на палубе. Не знаю. Не специалист в этом деле. Лоцман стоит. Буксиры местные. Как их интересно называют, попрошайки. Что когда к тебе такой буксир подходит, это значит, ты уже должен. Ну, они вроде как просят. Оказывают услуги. Ой, тут, конечно, буями закрыто немножко. Но тут интересный есть экземпляр. Сейчас попробую подъехать поближе. Стоит такой кетч интересный там, если я не ошибаюсь. Да, я не ошибаюсь. Интересный стоит такой представитель. Тот буксирчик называется «Куда вижу, туда и плыву». У него практически, ну, у него поворотные, как правило, стоят эти маневровые двигатели. Прикольная штука. Максимус, блин, метров 100, наверное. Какая красавица, она действительно Максимус. Тут я немножко преувеличил, всего 59 метров, как я впоследствии посмотрел. Но тоже так, по ощущениям, не самая маленькая. Итак, что мы имеем? Это проект Withers Shipyard, которая была построена в Голландии. В Голландии в 2023 году совершенно новая лодка практически вмещает
8 гостей всего, 4 двухместных кабинах, каютах в том плане, 9 крю экипаж, 9 человек, и ширина ее 10 метров, осадка от 5 до 8 метров, судя по всему, у нее опускающийся киль, как у многих мега-супер-пупер парусных яхт. И максимальная скорость 13, крейсерская 11 узлов. Расход у нее 73 литра в час ориентировочно. Двигатель не знаю, не указан. Интересная очень лодка, черные паруса у нее карбоновые. Такая супер модно навороченная. Красота. И такую красоту можно арендовать всего за 210 тысяч долларов в неделю. Но не включая расходы, конечно, на стоянки, на топливо, на все дела. То есть 250 тысяч легко можно гульнуть неделю. Красота. Это такой вот классический модерн. Обалдеть. Темное, я не знаю, видео передает или нет. Дерево. Очень красивая лодка. Очень красивая. Против солнца, конечно, возможно, не видно, но впечатляет. А вот эта красотка уже классика идет. Классика деревянная, видно по ней. Трехмачтовая шхуна, деревянные мачты, деревянные геки, реи. Очень красивая также лодка. Наверняка с какой-нибудь со своей историей интересной. И таки да, я не ошибся. Это шхуна, трехмачтовая стаксельная шхуна Криоле была построена в Америке. Дизайнер Чарльз Николсон, знаменитый, который маленькие лодочки тоже проектировал. Вот, это верфь Kemper and Nicholson, UK, Великобритания. Вот, построена была в 1927 году. Длина ее 65 метров, ширина 9,5. И площадь парусности этой шхуны 1640 квадратных метров. Немало, скажу я вам. И корпус у нее сделан из тика. Обалдеть. 525 тонн водоизмещения этой шхуны. Но самое интересное — это ее история. В годы Великой Отечественной войны эту яхту использовал Королевский флот для выполнения различных задач. И в 1983 году ее покупает Маурицио Гуччи, тот самый владелец дома Гуччи, как в свое время, Маурицио Гуччи, и делает ее полнейшую реконструкцию. И уже на протяжении последних 25 лет яхта находится на Пальме де Майорка, где на ней катаются сестры Гуччи. Вот такая вот интересная история. Прикольно. Вот, и за ней вот серенький такой выглядывает Беринг. Экспедиционные яхты новомодные. Такие они специфические. Очень узкий корпус, высокий нос для протекции от всяких там безобразий морских. Вот, также вертолетная площадка, как правило, в кормовой части. Вот.
Очень интересная лодка. Да, вертолетная площадка. Часто бывают субмарины еще. Присутствуют на борту тоже. Ну, такие экспедиционные, исследовательско-развлекательные дела. Вот так это все выглядит. Классная лодочка. Алеона, по-моему. Аленка, короче. Название этой лодки. У Безоса что-то похожее есть в качестве вспомогательной яхты. Тоже такого типа. Сейчас, судя по всему, лодка стоит на доке, на обслуживании. Тут доки, тут марина, вот кафедральный собор у нас знаменитый, Пальмовский. Посмотрим, вот еще одна красотка стоит, современная, в стиле тоже классики, с большим кормовым подзором. Но это каттер, у нее форштевень вертикальный стоит, уже бушприт и стаксель с Генуей вместе. Красивая тоже. Я бы порулил, как говорится. Хочется, да. Что у нас здесь? Какие-то нищеброды стали. Limitless. Также очень интересная лодка от компании Люрсен. Это верфь в Германии, знаменитая, довольно-таки успешная. Значит, длина лодки 96 метров, водоизмещение 2146 гросс-тонн, 1997 года выпуска, ширина 12,4 метра. И максимальная скорость 25 узлов, что довольно-таки прилично для такой громадины. Разгоняют ее до этой скорости два Caterpillar дизельные движки, каждый по 7260 лошадей на минуточку, плюс дизель электрические, то есть там есть еще какие-то гибридные системы. И в принципе лодка рассчитана на переход Тихого океана, вот, без дозаправки. Это очень круто. Количество гостей 12 человек и 20 человек экипажа. Limitless. Короче, безлимитный какой-то, но такой тоже впечатляет. Такой красивый, неординарный корвет. Там вот что-то укутанное, очень интересное такое. Но не мог мимо такой проехать. Что это? Я не знаю. Кастомы идут. Это редкая серия. Вот они все в ряд такие построили, тут скромняшки стоят, прятались там. Очень интересно, перемешку стоят. Классика, модерн, спорт, карбон, все в перемешку. И вот такой вот дракон стоит с двумя якорями красивыми. Девушка там на палубе отмывает до блеска. Это практически центр города. Вот он, знаменитый кафедральный собор. И вот я уже в самом центре. Амелька стоит там в углу.
Кафедральный собор. Никак туда не дойду. Надо бы. Вот здесь я людей заберу. Тут небольшая набережная. Тоже вот малышка на рефите стоит. Серьезная лодка. Видимо, такой серьезный рефит уже проходит. Вертолетная площадка на ней. Купол сгородили с кондиционерами. Да, прикольно. Непонятно, что за лодка. Все закрыто, зачехлено. Вот. Нос у нее интересный очень. Не знаю, с точки зрения мореходности мне не очень нравится. Но я не знаю, о чем речь идет. Может, это паром какой-то. Неизвестно. Вот так выглядит вход во внутреннюю акваторию порта Марин. Довольно широкий вход. Ну, тут вот такие малышки разворачиваются, маневрируют, конечно. Им надо места побольше. Круизные лайнеры. Вот такие манюнечки стоят. Пассажирские. Две подружки с кормы у него, 3 с носа. У меня одна, это слабая. Лапы. Вот тоже интересный экземпляр такой. 4-палубный. Красавчик. Морелла Voyager с флажками, красиво. Жасмин тут стоит такая красивая. Не совсем она Жасмин, она называется Ясмин of the Sea. Длина ее 80 метров, была построена в 2001 году, довольно-таки уже как бы не новая, походившая. Вот, была построена в Голландии на верфи Ocean Cove. Это известная голландская верфь. Что интересного можно о ней сказать? 22 человека экипажа, 9 кают для 18 гостей. Кастомный проект, 24 узла, максимальная скорость, которая достигается благодаря 2 ТУ. У него стоят 8154 лошадиных сил каждый. Ну да, круто. 45 тонн топлива и ее рейндж, то есть возможность перехода до 4000 миль. Довольно-таки неплохо, учитывая размеры и движки. В чартер, к сожалению, не сдается пока. Не нашел информации. Но интересная лодочка. Поехали дальше. Не вижу флаг. Голландия или Франция? Это не Франция. Ну, красивая лодка. Вот как они тут все построились в рядочек. Красиво. По росту становись.
Ну, та самая рослая, достойная. Такой тоже вариант мореходный. Красиво. Якоря прячутся. С заявкой на победу в сегодняшнем конкурсе. Какой у нее фас. И профиль, и анфас. Шикарно. Ух, порулить бы дали. Вот это форштевни настоящих кораблей. Какие-нибудь там пластиковые утята. Нормальные носы торчат, как у взрослых. Красавчики. Да, и на этот раз у нас моторная яхта Азия. Роскошная суперяхта длиной 61 метр. Построена опять же на голландской верфи Royal Hancock Shipyard. И спущенная в 2024 году. Круто. Да, 61 метр, осадка 3,5, 1268 гросс-тонн водоизмещения. Стальная яхта с алюминиевой надстройкой. Два двигателя Caterpillar по 1810 лошадиных сил разгоняют ее максимум до 15 узлов. Крейсерская скорость 13 узлов и дальность хода 4800 морских миль. 12 человек берет в качестве гостей и 18 человек экипажа. Джакузи, разные развлекушки, вообще супер. Вот в таком стиле мне очень нравятся яхточки Лорейна де Мар. Классическая моторная яхта 31 метр 100 футов. Построена в 1985 году на голландской верфи Royal Hancock Shipyard. Очень классная. Вообще балдею от таких яхт. Характеристики: 31 метр длиной, 7,5 ширина, осадка 2,85, 188 тонн водоизмещения, стальной корпус и алюминиевая надстройка, 2 дизельных двигателя Caterpillar по 441 лошадиную силу, крейсерская скорость 9-10 узлов, максимальная 12, дальность хода 5500 морских миль при скорости 10 узлов, топливо 36 тонн, воды 7 тонн. Стоят стабилизаторы, подрулька, ллойдовская регистрация. Очень круто, классная лодка, 8 гостей, экипаж до 4 человек, внутренняя отделка красное дерево и тик. Настоящая яхта, смотришь на нее, вот, воды мореходные, все у нее красиво, как говорится. Класс. Очень красиво смотрится. И мореходная. Настоящий корабль. Это мыльницы. Извиняюсь, кто в восторге от них. Вот посмотрите на этот нос, который вот стоит прямо, да? И вот на этот нос. И сразу все станет понятно, как она в волну себя ведет.
Это что-то интересное. Такое. Трансформер форм. Интересный такой буксирчик.